Наконец-то Чингук раскрыл свой секрет. Любовный треугольник между Чингуком, Таионом и неожиданной фигурой начинает постепенно раскрываться. Но почему это откровение так потрясло ARMY? Дочитайте до конца и найдите скрытые подсказки, которые могут изменить ваше мнение обо всем. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Что вы думаете об этом любовном треугольнике? Напишите нам в комментариях прямо сейчас. Вы действительно знаете, кто такой Чингук? Вы уверены, что ничего не скрывалось от публики? Или, может быть, любовь, которая кажется простой на экране, на самом деле имеет более глубокие эмоциональные последствия, чем мы когда-либо предполагали? Все началось не с заявления, а со взгляда. Момент, который не попал в лучшие моменты концерта, не был перезагружен официальными камерами, но которого хватило одной ARMY, чтобы записать его с самой задней скамейки и заставить весь интернет замереть от удивления. На 13-секундном видео взгляд Чингука прикован к Таиону. Но незабываемым этот момент сделал не сам взгляд, а выражение лица Чингука, словно он сдерживал нечто гораздо большее, чем просто усталость на сцене. Кто бы мог подумать, что этот момент станет началом бури? И кто мог предсказать, что эта буря не только сметет чувства фанатов, но и разрушит фундамент, который строился более 10 лет? В тот день не было официального заявления. Не было прямой трансляции, просто внезапная публикация на личной платформе Чингука. Ни музыки, ни визуальных эффектов, только его лицо. Было темно, спокойно, но в его глазах словно таился взрыв, который еще не успел взорваться. Первой произнесенной им фразы было достаточно, чтобы миллионы людей в напряжении взорвались от уведомлений на своих мобильных телефонах. «Я знаю, что должен быть честным, даже если это может все разрушить». Эта фраза была не просто началом, а своего рода триггером для всех разрозненных кусочков головоломки, легкой улыбкой, когда говорил Таион, подозрительным молчанием, когда появился Чимин, и двусмысленными посланиями в текстах их сольных песен, которые внезапно стали казаться личными записками, предназначенными не для публики, а друг для друга. Вскоре все СМИ, как местные, так и международные, начали строить предположения. Но на этот раз никто не говорил громче, чем сами ARMY. На X, раньше это был Twitter, появлялись одна тема за другой, анализируя каждое взаимодействие, каждое движение рук, каждый тон голоса, конечно же, каждую паузу, которая теперь звучала как крик. Но на самом деле никто не был готов, когда Чингук наконец возобновил свои видео. Все это время я пытался все сохранить мир, сохранить секреты, сохранить наше сердце. Но я также устал, потому что люблю двух человек одновременно. Когда слова сорвались с его губ, казалось, что мир затих, словно не было ни шума, ни музыки, ни комментариев, только один неоспоримый факт. Чингук, золотой Макне BTS, образец для подражания, икона искренности, только что признался в любви к двум людям. И один из них – Таион. Но кто же второй? Имя не прозвучало в первом видео. Чингук долго смотрел в камеру, слишком долго, прежде чем резко оборвать запись. Никаких продолжений, никаких зацепок, только молчание, которое разделило фандом на две части: тех, кто считает это всего лишь маркетинговой стратегией, и тех, кто знает, что это реальнее всего, что когда-либо происходило. Тем временем HYBE молчали. Никаких пояснительных заявлений, никаких попыток приглушить молчание. Даже их официальный аккаунт показывал только последние рекламные посты товаров, как будто мир не горит. Но молчание HYBE не лишено смысла. Многие начали задаваться вопросом, намеренно ли они допустили это, или, что еще хуже, пытались ли они это скрыть с самого начала. Интересно, что предметом обсуждения стало не только признание Чингука, но и реакция Таиона. Он ничего не выкладывал. Он нигде не появлялся. Даже его активность в социальных сетях внезапно прекратилась, как будто он буквально затаил дыхание вместе со всем миром. Но все изменилось на следующий день, когда в сети появилась фотография из аэропорта Инчхон. На ней Таион быстро идет в черной толстовке и плотной маске. Но вирусную популярность фотографии принесло не только его присутствие, но и одна маленькая деталь, которую нельзя отрицать.
в его наушниках играла песня «Still With You», сольная песня Чингука, которую он написал сам в одиночестве. Это совпадение или молчаливое заявление? Эйяр и Муай разделились во мнениях. Некоторые считают это формой поддержки, другие же видят в этом знак того, что Тэйон пытается понять свои собственные чувства. Но самый большой сюрприз преподнес не кто-либо из них, за исключением того, кто никогда не считался частью этого круга. Когда Чимин начал свою прямую трансляцию 3 ночи спустя, все думали, что это будет обычная непринужденная беседа. Но не в этот раз. С самого начала лицо Чимина выглядело напряженным. Он почти не улыбался. Никаких шуток. Он только читал комментарии, иногда опускал взгляд, а затем тихо произнес: «Иногда страдают не те, кто любит, а те, кто стоит между этой любовью». Эта фраза мгновенно изменила все. Это признание того, что Чимин – третья сторона в этом любовном треугольнике, или просто проявление сочувствия, или знак того, что все это время мы все смотрели не в ту сторону. Видеозапись прямой трансляции была сохранена, перезагружена, нарезана на небольшие фрагменты и за считанные минуты превращена в контент сотнями аккаунтов TikTok. Все начали обсуждать не только любовный треугольник, но и несправедливость, предательство и чувства, которые долгое время копились в душе. На следующий день в трендах оказались хэштеги «Решетка протицтымин» и «Решетка Елавеенкаак». Мир фандома превратился в поле пылающих эмоций. Одна сторона кричала, что любовь ни в чем не виновата. Другая сторона плакала, потому что больше не знала, кому доверять. И посреди этой бури Чингук выложил одну фотографию, черно-белую. Его руки сжимали руки человека, лица которого не было видно. Но кольцо на безымянном пальце, того же дизайна, что и у Тэйона во время эры Boy With Love, стало самой большой подсказкой недели. Знак ли это, что их любовь никогда не умрет? Или это просто символ прошлого, от которого нельзя отказаться? До сих пор никто не может ответить наверняка. Но одно начинает проясняться – это уже не просто слух. Не просто фан-сервис и не драматический сценарий, придуманный менеджментом. Это правдивая история о переплетенных сердцах, которые сдерживаются славой, ожиданиями и страхом потерять все, просто решив быть честными. И когда все начинает трескаться, в воздухе висит один вопрос: признание Чингука – это начало конца? Или это именно начало смелости любить на виду у всех? Вы когда-нибудь видели, как кто-то улыбается, но в глазах нет улыбки? Вы когда-нибудь замечали, что молчание человека может быть громче 1000 слов? Именно это происходит, когда Тэйон наконец появляется перед публикой. Не в интервью, не в прямом эфире, а на концерте. Сольный концерт Тэйона в Осаке был задуман как выступление, полное искусства и спокойствия. Но никто из зрителей в тот вечер не ожидал, что концерт превратится в самый эмоциональный момент за всю его карьеру. Из 1000 светящихся палочек, загоревшихся в унисон, из ликования, эхом разносившегося по стадиону, был один момент молчания, за который нельзя было заплатить ни ценного билета. И это произошло сразу после окончания песни «Синри». Тэйон стоял посреди сцены. Он все еще тяжело дышал, но лицо его было пустым. Его глаза смотрели на огромный светодиодный экран перед ним, словно он искал что-то или кого-то среди 1000 лиц фанатов. Затем внезапно он улыбнулся. Но улыбка была не такой успокаивающей, как обычно. Это была притягательная улыбка, которая появляется только тогда, когда у человека нет другого выбора, кроме как скрыть свою боль за дружелюбным выражением лица. Затем он сказал слегка дрожащим голосом, с чрезмерно долгими паузами: «Я хотел спеть одну песню, которой не было в сет-листе сегодня вечером, но эта песня для того, кто когда-то сделал небо в моей жизни синее». Этой фразы было достаточно, чтобы камеры всех фанатов тут же загорелись. Некоторые уже плакали еще до того, как прозвучала первая нота. И когда он наконец начал петь песню «Blue Ampersand Grey», которое не должно было быть в сет-листе в тот вечер, начало ощущаться что-то необычное. Голос Тэйона дрожал не от усталости, а от переполнявших его эмоций. В середине песни его голос сорвался. Не специально, не в результате импровизации, но сорвался, как у человека, пытавшегося сдержать слезы, но не сумевшего.
Он отвернулся от зрителей, пытаясь скрыть свою уязвимость, которая слишком долго была заперта внутри. Но камера не лжет. И в этот момент сердца ARMY разбились. Один миг, одна слеза, одна песня — этого достаточно, чтобы передать то, что невозможно выразить словами. Фанаты начали интерпретировать чувства Тэйона. Это песня для Чингука или о ком-то, кто всегда был рядом с ними. После концерта атмосфера не утихла, а только накалилась. Слова, брошенные Тэйоном со сцены в тот вечер, были разобраны фанатами и журналистами. Текст песни «Я просто хочу быть счастливее, а где мой ангел?» быстро распространился, словно весь мир знал, это не просто песня. Это крик. В тот вечер после концерта имена Тэйона и Чингука снова заняли первое и второе место в мировых трендах. Но что удивительно, так это третье место — Чимин. Почему Чимин? Потому что, пока Тэйон пел эту эмоциональную песню, Чимин тайно опубликовал одну фразу на своей личной странице. Никакого контекста, никаких фотографий, только текст, иногда самая глубокая любовь, самая болезненная. Вскоре мир понял, что это не случайность. Реакция Чингука на концерт также оказалась в центре внимания. Он ничего не прокомментировал. Он отсутствовал. Он даже не вышел из общежития. Но единственной его публикацией в Instagram Stories в тот вечер было всего лишь темное изображение с одним эмодзи, каплей, куплей воды, безмольным символом. Но эффект оказался сильнее любого заявления. Среди фанатов начали возникать вопросы. Является ли это признанием того, что любовный треугольник реален? Действительно ли любовь, о которой говорит Чингук, связана с двумя людьми, находящимися на одном этапе своей жизни? ARMY разделились. Есть те, кто считает, что любовь, о которой говорит Чингук, это искренняя любовь, но сдерживаемая системой. Есть и те, кто считает это слишком рискованным для их карьеры. И немало фанатов начали копать глубже в прошлое, ища скрытые подсказки из тех лет, которые считались обычными. Один из старых видеороликов, ставших вирусными, был снят во время их развлекательного шоу 2017 года, когда ведущий спросил, кому ты больше всего доверяешь. Чингук спонтанно ответил «Тэйону». Но что еще интереснее, так это выражение лица Чимина в тот момент, быстрый взгляд, легкая улыбка и взгляд вниз. Все это стало новой изюминкой в повествовании о любовном треугольнике, который начинает формироваться, словно пазл. Затем появилась еще одна запись, на этот раз с автограф-сессии 2019 года. Когда фанатка спросила Тэйона о песне, которая заставила его плакать больше всего, Тэйон ответил, она еще не выпущена, и теперь все считают, что эта песня Blue & Grey. Это совпадение или они как-то намекают нам на что-то непонятное? Но на этом драма не заканчивается. Через 4 дня после концерта Тэйона HYBE наконец-то выпустили официальное заявление. Но, как обычно, они не ответили напрямую. Они просто сказали, мы ценим личную жизнь наших артистов и просим все стороны сосредоточиться на своей работе, а не на личных отношениях. Это заявление не успокаивает, а, наоборот, разжигает страсти. Многие воспринимают это как косвенное признание того, что между ними действительно есть нечто большее, чем просто дружба. Даже некоторые бывшие сотрудники начали анонимно высказываться на онлайн-форумах, заявляя, что отношения между ними тремя были секретом полишинеля в компании на протяжении многих лет. Одно из самых ужасных признаний прозвучало от бывшего менеджера, который сказал, дело не в том, кто кого любит, а в том, кто решает не разрушать другого. Эта фраза стала вирусной, ею поделились миллионы раз, и она стала поводом для размышлений многих людей. Тем временем Тэйон снова исчезает из поля зрения общественности. Никаких появлений, никакой публичной деятельности. Он полностью замыкается в себе. Даже фанаты, которые обычно знают его секретный график, не могут отследить, куда он ходит. Затем, неделю спустя, фанат из Франции выложил фотографию, случайно сделанную в небольшой художественной галерее в Париже. На ней мужчина в толстовке и маске стоит перед картиной под названием «Те, кого мы оставили позади». А рядом с ним человек в джинсовой куртке со знакомой татуировкой на руке — Чингук.
Они ходили вместе? Это тайная встреча? Или это просто совпадение, что они выбрали одно и то же место для исцеления? Никто не знает. Но одно можно сказать наверняка, эта история не закончена. И когда слезы Тэйона полились со сцены в тот вечер, это был не просто конец песни. Это было начало новой главы, которая, возможно, наконец-то раскроет всю тайну, о которой шептали. И когда этот шепот превратится в крик, мир никогда больше не услышит BTS прежним голосом. Вы когда-нибудь слышали голос, который настолько тих, но обладает силой разрушить крепость доверия? Вы когда-нибудь видели человека, который всегда смеется перед камерой, но, по-видимому, скрывает что-то настолько глубокое, что когда он наконец заговорит, мир может только замолчать? Именно это произошло в ночь, которую никто никогда не забудет. Ночь, когда Чимин впервые заговорил не как айдол, не как исполнитель, а как раненый человек. Все началось с загадочного поста Чингука накануне вечером. На этот раз это было не фото или видео, а просто слово «извините». Простое слово, но в этом контексте оно звучит как взрыв. ARMY по всему миру отреагировали мгновенно. Появились тысячи теорий, кому извиняться? Тэйону, Чимину или всем? Но ждать им не пришлось долго. На следующую ночь Чимин удивил всех, объявив о внезапной прямой трансляции. Никакого объявления от агентства. Даже на обложке трансляции был просто черный экран. Но когда уведомление появилось на телефонах миллионов людей, их сердце, казалось, остановились. А когда экран загорелся, Чимин сидел перед камерой. Без макияжа. Без профессионального освещения. Просто он сам, в серой толстовке и со слегка растрепанными волосами. Что еще более удивительно, он тут же расплакался, как только произнес свои первые слова. Никакого особого приветствия, только тяжелое дыхание и медленно, беззвучно текущие слезы.